Война. День 129. Ситуация на фронтах. За прошедший месяц боев россиянам практически удалось захватить оставшуюся территорию Луганской области и незначительно отвоевать ранее утраченные позиции в районе Харькова. Захваченная территория на карте показана красным. В свою очередь, украинцам удалось освободить часть территории Херсонской области, а также незначительно оттеснить россиян в районе Угледара и Изюма. Освобожденная территория показана синим. Альянс Свободы. США объявили о очередном пакете помощи Украине на сумму $820 миллионов, который включает 2 батареи зенитно-ракетного комплекса «Насамс», ракеты для «Хаймарс», 150 тысяч боеприпасов 155 мм и 4 контрбатарейных радара. Восток. В районе Харькова россияне продолжают атаковать Дементьевку, но их атаки удается отбить. На недавно обнародованных кадрах видно, что поселок Веселое к северо-востоку от Харькова больше не находится под контролем Украины. Харьков продолжают обстреливать. Южнее, в районе Изюма, российские войска атакуют Богородичное и Мазаневку, но продвинуться у них пока не выходит. Лисичанск пока держится, но отход украинских сил, скорее всего, вопрос считанных дней. Из Приволья на севере они уже ушли несколько дней ранее. Россияне атакуют с юга, и бои идут на южных окраинах Лисичанска. Наибольшая угроза со стороны НПЗ в Верхнекаменке, где российским войскам удалось овладеть почти всем заводом. Таким образом, последняя дорога в Лисичанск простреливается со всех сторон, а для соединения с северной группировкой осталось менее 10 километров. Российским войскам также удалось достичь Малорязанцева. Далее бои идут вдоль трассы Т-1302. Клинове удалось отбить. Тяжелая ситуация остается в районе Углегорской ТЭС, но оборона там пока держится. В Донецке сообщается о взрывах, а также митинге матерей, которые выступают против того, чтобы их детей забирали в качестве необученного пушечного мяса. Напомню, что все 8 лет оккупации в так называемых республиках не было призыва, и таким образом там нет никаких резервистов среди населения. Далее обстрелы по всей линии фронта. Россияне пошли в контратаку под Угледаром, дабы вернуть утраченные позиции. Их атака была отражена в районе Павловки. Пока непонятно, означает ли это повторный захват Егоровки южнее. Юг. Россия нанесла ракетный удар по Одесской области ракетами Х-22. Такими же ракетами удар был нанесен по ТРЦ в Кременчуге. Это устаревшие противокорабельные ракеты, которые Советский Союз разрабатывал для уничтожения американских авианосцев. У них очень низкая точность с отклонением 600 метров, но это компенсируется мощной боевой частью. И если в Кременчуге еще как-то можно предположить, что целились в завод, но попали в ТРЦ, хоть это никак не оправдывает военные преступления, то вот удар в Одесской области пришелся по базе отдыха и по жилому дому в курортном городке Сергеевка, где вообще нет никаких военных целей. В результате удара погибло не менее 21 человека. Николаев продолжают обстреливать. Также сообщается о взрыве на военной базе в Чернобаевке, возле Херсона. О каких-либо изменениях на линии фронта неизвестно. Вчера Россия нанесла удар по острову Змеиный с помощью бомбардировщиков Су-30. Из 4 бомб по острову попала лишь одна, что свидетельствует о высоком профессионализме пилотов. Напомню, ранее Украина наносила удары более устаревшими самолетами Су-27, когда там еще были россияне, но все удары попали в цель. Цель российских ударов до конца не ясна, так как украинцев на острове нет. Вероятно, они так пытались добить остатки своей техники на острове, а может и в целях пропаганды. Но в контексте их заявлений о жесте доброй воли, это очередное доказательство, что слова россиян вообще ничего не стоят, и они всегда врут. Я не всегда показываю кадры видео, о которых говорю, потому что YouTube их не очень любит, но они есть, и я показываю там скрины, например, так что при желании их можно найти.